Привет, друзья! С вами Александр Гека. В этом ролике мы с вами поговорим о том, как писать гитару на два микрофона. Должен сказать, это одна из моих самых любимых, самых универсальных техник записи гитары. Я ей часто пользуюсь. Однако должен упомянуть, что лучше всего, несмотря на всю эту свою универсальность, данная метода применима в более-менее хорошо подготовленном помещении, чтобы избежать паразитных отражений артефактов. Например, как вариант можно использовать акустические щиты. Это тема для отдельного ролика, я расскажу об этом более подробно. А сейчас не забудьте поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. И поехали слушать, учиться и смотреть. Собственно, в чем особенность данной методики? Она лучше всего раскрывает тембр инструмента. Мы используем два микрофона, из которых один универсальный конденсаторный и второй динамический ленточный. Вот эта комбинация хороша тем, что она позволяет раскрыть звук гитары со всех сторон, показать все тембры инструмента. В этом видео я буду использовать два микрофона от завода Octava. У меня универсальный конденсаторный микрофон МК-117 и динамический ленточный микрофон ML5202. Важная информация. Конденсаторный микрофон может быть любым. Я очень люблю разные вариации и комбинации микрофонов МК-117, МКЛ-5000, МК-115, даже МК-104 от завода Octava. Принципиально важно наличие именно динамического ленточного микрофона. У меня будет это ML5202, и в принципе я пока ему замену искать не хочу. Конечно же, данная методика универсальна и применима ко всем областям звукозаписи. Можно записывать на нее что угодно и писаться где угодно. В профессиональной студии звукозаписи, в своей домашней проект-студии, вот как у меня, например, оборудованной в городской квартире. И самое главное, если вы пишетесь в хорошо подготовленном помещении, вам потребуется только два микрофона, два XLR кабеля, соответственно, два входа на звуковой карте, и все, полученный сигнал будет практически неотличим от записи, в профессиональной, дорогой студии звукозаписи. За это я ручаюсь, друзья. Теперь перейдем к расстановке, она здесь играет очень важную роль, и я сейчас расскажу, как именно я для себя определил расстояние микрофонов, их положение в пространстве, и самое главное, как я должен находиться, под каким углом относительно всех микрофонов. Итак, универсальный конденсаторный микрофон, в моем случае это Octava MK-117, я его располагаю над 12-м ладом, на расстоянии примерно 50-70 сантиметров и под углом где-то 10-20 градусов к 12-му ладу. Этим микрофоном я хочу снять высокочастотную составляющую. Он и низ иногда цепляет довольно неплохо, но мне это сейчас принципиально не важно. Он именно отвечает за высокие частоты. ML5202. Прекрасный динамический ленточный микрофон с очень таким бархатным велюровым низом. Я обожаю этот микрофон. Он располагается возле подставки, возле корпуса гитары, на расстоянии около 30 сантиметров. Микрофон низкочувствительный, поэтому можно не бояться каких-то перегрузов на канале. Всегда надо, конечно же, следить за уровнями, и я это регулярно делаю. Но в данном случае, если вы не пользуетесь предусилителем, перегруза явно не будет. Он находится под углом 30 градусов к розетке, к подставке и корпусу гитары. Вот именно он у нас и будет отвечать за низкочастотную составляющую. Превосходно снимает низ и низкую середину. Оба микрофона подключены напрямую в звуковую карту, без предусилителей, без какой-то предварительной обработки. Сигнал сразу пишется в секвенсор. Секвенсор Ableton 10, звуковая карта Native Instruments Complete 6. Собственно, все готово к записи. Важно следить за своим положением в пространстве и сохранять баланс между микрофонами во время игры и непосредственно записи. Что ж, давайте послушаем, как это все звучит.
бы огромным упущением не упомянуть о постобработке, как я обрабатываю уже записанный, полученный сигнал. У меня сейчас в Ableton Live есть такая нехитрая цепочка эффектов, эквалайзера и компрессора. И на таком коротком фрагменте из записанного сигнала я покажу, что я в принципе хотел бы сделать с этим звуком. Итак, у меня здесь два фрагмента аудио, собранные в группу. Две дорожки 117 микрофона и 5202. Сейчас послушаем, как это все звучит без единой обработки. Абсолютно чистый сигнал с микрофонов. Честно говоря, полученный сигнал уже превосходен, мне не особо даже хочется что-то с ним делать, но для того, чтобы он хорошо уселся в аранжировку, насыщенную ритм-секцией, ударными, бас-гитарой, пэдами и так далее, все-таки определенные манипуляции с ним проделать придется. Послушаем, как звучит дорожка 117 без эквалайзера. Итак, получилось, собственно, то, чего я и добивался. Я хотел записать исключительно высокие частоты. Низа практически не слышно в этом сигнале, что нам абсолютно на руку. За низ у нас отвечает 5202. Здесь я сделал на эквалайзере такие настройки. Я так или иначе все равно вырезал этот низ, чтобы он вообще его не было, он нам не нужен. И слегка приспустил в области вот от 4 кГц и выше высокие частоты. Совсем чуть-чуть. Послушаем, как это звучит с включенным эквалайзером. Превосходно. Дальше переходим на дорожку с ML5202. Чистый звук ML5202. А вот здесь как раз то, что мне нужно. Низкие частоты, записанные хорошо динамическим ленточным микрофоном. Я применяю здесь такие настройки эквалайзера. Вырезаю излишний субниз. Также слегка перебирается область ухающего низа, который всегда есть у любой акустической гитары, классической, акустической, без разницы. На 2 дБ здесь прибрал и хай-шель фильтром вырезал ему высокие частоты. У нас высоких уже более чем достаточно, зачем их еще оставлять в звуковой дорожке от 5202. Итак, слушаем, как звучит это все с включенным эквалайзером. Ну, собственно, звук более стал сбалансированным, и, в принципе, все мои манипуляции с эквалайзерами, они направлены исключительно на то, чтобы сбалансировать звук и усреднить все значения. Я также уменьшил громкость на треке с МК-117, потому что все-таки он несколько громко звучит. На группу я поставил эквалайзер FabFilter Pro Q. Активируем. Здесь весьма демократичные настройки, убирается опять излишне низкочастотная составляющая, что поделать, ML5202 отлично низ передает, мне столько не нужно. Убирается субниз и частота, которая мне почему-то не понравилась, она вот раздражает мой слух, я ее также слегка вырезал. Также я использую компрессор, чтобы подружить, поженить между собой все аудиодорожки. Это в данном случае эмуляция 1176 от T-Rex. Компрессор будет отвечать исключительно за то, чтобы немного присобрать сигнал, особенно по пикам. У нас вот здесь в середине, если вы обратите внимание, есть, где я очень резко и громко извлекаю звук. Итак, послушаем, как же весь звуковой тракт звучит вместе с включенными эффектами эквалайзера и компрессора.
Получилась такая яркая гитара, которую можно садить в любую аранжировку, чтобы она в ней не терялась, не терялась в миксе. Все эти настройки направлены на то, чтобы сбалансировать звучание по частотке. Друзья, все манипуляции, которые вы сегодня увидели, разумеется, индивидуальны для вашего сигнала, для вашего звука. Они могут быть абсолютно иными. Лично мне вот хотелось сегодня продемонстрировать то, как я обычно обрабатываю гитару для усадки в очень мощный, раскатистый, насыщенный микс. Мне нужно, чтобы у нее была низкочастотная составляющая, но и в то же время середина и верха так несколько простреливали и были отчетливо и ясно слышны. В акустическом миксе я бы применил абсолютно другие настройки и совершенно по-другому работал бы с этим сигналом. В любом случае, даже не обработанный звук с этих микрофонов мне очень нравится, он прекрасно звучит. Честно, я вот даже скрипя сердце как-то применял все эти эквалайзеры, компрессоры, мне хотелось слушать именно чистый, необработанный сигнал. Данная методика своего рода лейеринг гитары, как я это люблю называть. Я последнее время сильно увлекся разными экспериментами со звуком на 2, на 3 микрофона, с подмешиванием пьезодатчика, с использованием каких-то дополнительных средств обработки. Это все очень интересно, и в любом случае все эти ухищрения обеспечивают запись гитары, что называется, со всех сторон. Раскрываются тембры, краски. Мне очень приятно и комфортно работать с несколькими дорожками, чтобы я мог выделить какие-то приоритетные частотные области в звучании гитары и тем самым сделать звук ярким, отчетливым, убедительным и ярко выраженным в миксе. Либо наоборот, как-то креативно поиграть с тембрами и создать уже совсем необычное и непривычное звучание. Этот способ записи на 2 микрофона одинаково хорошо проявляет себя во всех миксах и аранжировках, и я могу его рекомендовать как повседневный. Удивлен, что не встречая его повсеместно, мне он очень понравился и приглянулся. Обычно гитару пишут на один конденсаторный микрофон, ставят напротив 12-го лада. Кстати, об этом способе записи я тоже рассказал на канале завода Октава, как быстро, просто и легко записать гитару на один микрофон. Ссылочка вот здесь в описании. Переходите, посмотрите, очень информативно и интересно, друзья. Очень рекомендую вам поискать свои вариации расстановок микрофонов, комбинации с ML5202. Все-таки он здесь самый главный, вся соль заключается в его звучании. Мне очень нравятся комбинации с МК-117, как было сегодня, с МКЛ-5000, я часто тоже использую, и с МК-104. Это, в принципе, микрофон, который позиционируется для вокала и речи, но он чертовски хорошо снимает гитару, тоже сниму как-нибудь про это ролик. Также не могу не упомянуть о том, что при использовании данного метода есть и обратная сторона, раскрываются все недостатки вашего инструмента, недостатки вашего звукоизвлечения, если они есть, конечно. Поэтому использовать данную технику стоит все-таки разумно, без фантазии, иллюзий на тему панацеи от всех бед и проблем. Друзья, огромное спасибо за внимание, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца, не забудьте поставить ему жирный лайк, подписаться на канал и жмакнуть на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе новых видео. Напишите в комментарии, была ли полезна моя болтовня. Очень важно узнать ваше мнение. С вами был Александр Гека. Люблю, целую, обнимаю. Пока.